Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Давайте сегодня приготовим вот такой домашний куриный рулет из рубленого мяса. Для приготовления потребуется курица. У меня весом кило 470. Курицу нужно помыть, отделить крылышки. Крылышки отложим пока в сторонку, они нам еще потребуются. И желательно с курицы снять кожу таким образом, чтобы она осталась целая. Делаем центральный надрез по грудке и как бы спускаем кожу по сторонам. Подтягиваем ее, подрезаем там, где она приросла, и снимаем как чулок с одной ноги, с другой ноги. И в итоге кожа у вас должна остаться сверху по позвоночнику курицы. Можно действовать обратным образом, сделать надрез не по грудке, а по спинке. Делайте так, как вам удобно. Снимаем кожу вот просто как чулок. Она должна остаться желательно целой. Если будут небольшие какие-то отверстия, ничего страшного, потом можно выложить какие-то кусочки, которые у вас останутся. Все прекрасно видно на видео. Если что-то непонятно, можете всегда вернуться и пересмотреть какой-то непонятный момент. Потом нужно будет тщательно отделить все мясо от костей. Для начала снимаем с бедра мясо и с ножек. С одного бедра, с другого бедра. Кости складываем вместе с крылышками в кастрюлю, для того, чтобы приготовить насыщенный бульон. Снимаем все мясо с косточек. Чистый вес мяса получился 670 граммов. Возможно, у вас получится чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Все кости складываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Воды должно быть больше на 1 палец, чем костей. И отвариваем примерно около 40 минут до готовности. Должен получиться концентрированный куриный бульон. Это очень важно. Мясо, которое отделили от костей, нужно нарезать небольшими кусочками. Можно нарезать кубиком, а можно вот так полосочками, как у нас. Мясо обязательно нужно взвесить, чтобы не пересолить. Соль добавляем по весу. На данный вес добавляем 14 граммов соли. Перец и чеснок сухой добавляйте по своему вкусу. Мы добавили примерно четверть чайной ложечки черного молотого перца и пол чайной ложечки сухого чеснока. Больше никакие специи и приправы не добавляли. И так получается очень вкусно и ароматно. Если вы любите какие-то ароматные травы, вы можете добавить по своему вкусу любые какие-то приправы, которые вы используете и любите. Нарезанное мясо нужно будет перемешать вот так тщательно руками. И потом переходим на рабочую поверхность. Берем какой-то тяжелый нож кухонный и как бы рубим его. Сверху мясо становится более волокнистое. Все вкусы приправы хорошо соединяются друг с другом. Когда бульон будет готов, измерьте ровно 50 грамм куриного концентрированного бульона и добавьте к подготовленному мясу со специями. Тщательно вымешивайте каждую порцию бульона, вливайте буквально по 1-2 столовые ложечки и каждую порцию тщательно вмешивайте. Видно, как меняется структура данного фарша на видео. Мясо становится более такое вязкое, волокнистое. Потом берем
пакет для запекания, либо рукав для запекания. Мы взяли пакет и разрезали его по шву. Выкладываем сначала кожицу, распределяем по краю и выкладываем подготовленный фарш, который предварительно нужно охладить пару часов в холодильнике. Выкладываем все вот так на край и тщательно формируем, поджимаем руками, формируем рулет. Теперь этот рулет нужно тщательно завязать. Используйте кулинарную нить. Завязываем, формируем как конфету. Сворачиваем сначала с одной стороны и тщательно завязываем, чтобы не попала в него потом вода при варке. Завязываем. И посмотрите, на видео все прекрасно видно. Делаем такие перевязочки, как на ветчине. Потом этот рулет нужно обязательно упаковать в пищевую пленку, несколько слоев. Сначала заворачиваем сам рулет и потом его стороны тоже обязательно заворачиваем, чтобы не попала вода, не вытекал сок и рулет остался очень сочным и вкусным. Выкладываем рулет в подходящую посуду. У меня просто вот такая жаровня для духовки с крышкой. Подберите подходящего размера, либо можете сделать 2 маленьких рулетика, если у вас нет подходящего размера кастрюли. Заливаем холодной водой, это тоже очень важно. И ставим на плиту. Сначала на максимальный огонь, и как только закипит, убавляем огонь. Вода, посмотрите, вода едва кипит. На небольшом огне варим в течение 1 часа. Потом сливаем воду по прошествии 1 часа и заливаем холодной водой, чтобы быстро его охладить. И убираем в холодильник. Даем ему отлежаться ночь в холодильнике, и на следующее утро можно пробовать и угощать свою семью. Посмотрите, какой рулет получается на разрезе. Очень сочный, ароматный и вкусный. Чистое мясо. Намного полезнее и вкуснее магазинной колбасы или ветчины. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится такой рецепт. Приглашаю вас подписаться на мой канал. Поддержите меня пальцем вверх. Оставьте внизу комментарий. Это помогает каналу развиваться. А мы с вами совсем скоро увидимся в следующем видео. Всем вкусных куриных рулетов. Готовьте с удовольствием. Всем пока!